Название «Каролина в стране кошмаров» стало уже нарицательным для моего канала. И, честно говоря, тем, по которым можно было бы сделать ролики по этой вселенной, уже почти нет. Но все же, пока еще есть несколько тем, которые можно обсудить. И сегодня я хотел бы поговорить с вами об игре, сделанной якобы по мотивам мультфильма. Да-да, вы не ослышались. По мультфильму «Каролина в стране кошмаров» существует видеоигра, которая вышла даже немножко раньше, чем сам мультфильм. И она вполне себе официальная. То есть якобы является каноном. Не сказать, что я игроман, да и вообще в компьютерные игры не играю практически никогда. Но в одном из своих прошлых роликов я мельком упомянул о том, что по мотивам Каролины существует видеоигра, и мне стало уж больно интересно, что это такое. Сперва, посмотрев скриншоты, я решительно отказался в нее играть и узнать какую-либо информацию о ней. Но одним январским днем я все же захотел посмотреть, что это за фрукт такой. И бой, о бой, этого делать не стоило. Я привык говорить, что мультфильм «Каролина в стране кошмаров» — это очень пугающая штука, над которой создатели работали не покладая рук на протяжении 4 лет. Но вот с игрой все кардинально наоборот. Дело во многом заключается в том, что над двумя проектами работали совсем разные люди. И это понятно, ведь киноделы едва ли могут поучаствовать в создании игры. Но даже в тех аспектах, в которых они могли бы поучаствовать, например, в создании сюжета, участвовали совсем другие люди. Музыкой в игре занялся совсем другой человек, чем тот, который создал завораживающие композиции в самом мультфильме. Да и что уж, актеры озвучки тоже отличаются в обоих проектах, за исключением некоторых героев. И у меня есть чувство, что оба произведения как бы из параллельных вселенных. Потому как у меня просто в голове не вяжется, как это связано с этим. Но давайте по порядку. Самое интересное — это сюжет и повествование. Скажу сразу, если вы вдруг хотите поиграть в этот шедевр, то знайте, сюжет тут идет совсем в другом порядке, чем в мультфильме. Все переплетено настолько, что в какой-то момент ты начинаешь задаваться вполне резонным вопросом. А это вообще сделано по мотивам мультфильма или как? Нет, поначалу вроде бы кажется все более-менее соответствующим, но чем больше уровней ты проходишь, тем больше понимаешь, что эти истории уж больно разные. Вся игра кишит просто дико кринжовыми уровнями и ситуациями, которыми в мультфильме вообще не пахло. Например, где-то в середине игры Каролина выходит на поиски Вайби, на русском Заке. Так вот, он начинает от нее убегать по всей карте. Затем он обманывает Бобински, крадет его свеклу и убегает. А сам мистер Бо в итоге оказывается по уши обмотан в свекле, по всей видимости. И нам приходится его спасать. После чего мы встречаем Вайби, который начинает стрелять нас свеклой из теннисного прибора для подачи мячиков. И подобных несуразных моментов тут навалом. Игра как будто хочет навязать свою историю, отличительную от мультфильма, но при этом лишь портит образы главных героев. А теперь давайте пару слов по геймплею. Игра невероятно однообразная. Половину времени вы будете просто таскать различные ящики туда-сюда, порой даже непонятно зачем и непонятно куда. Помимо этого, тут просто сотни и сотни различных мини-игр по типу «Забей мячики в ворота» или «Выиграй мисс Пинг в карты». Этого тут навалом. Также частенько придется бегать по карте и искать следующую миссию, так как часто просто непонятно, что нужно делать. Я даже читал отзывы на Метакритике, и люди действительно пишут, что игра сложная в этом плане даже для взрослого. Хотя не скажешь, что она нацелена на взрослую аудиторию. Если мультфильм отличается своей жуткой и мрачной атмосферой, то тут этого нет. От слова совсем. Тут над главными героями и антагонистами издеваются как только угодно. Стоит лишь вспомнить уже ранее упомянутый уровень с Бобински и Вайби или несколько уровней с другой мамой. Например, когда Каролина в игре встречает другую маму, ей сперва необходимо найти всякие столовые приборы, чтобы помочь ей приготовить ужин, а затем и вовсе ловить блины, которые ей бросает Бельдам. И я напомню, что это официальная игра, которая вышла в 2009 году на плойку 2 и Wii. Еще один забавный момент состоит в том, что при общении с мамой, папой и остальными мы порой можем услышать довольно-таки странные фразы. Например, в игре является нормальным то, что разговаривая с кем-либо, мы можем услышать, как нам напрямую говорят, какую кнопку на джойстике нажать. Мол, подойди к той коробке, нажми кнопку А, отнеси коробку в другой угол и нажми кнопку Б, чтобы отпустить. А также, почти после каждого вашего действия, будь то выигранная мини-игра или буквально действие открытия двери, вы будете видеть и слышать вот это чудо. Также, сама Каролина тут какая-то прям хулиганка, я бы сказал. В общем, в начале игры нам выдают рогатку, с помощью которой можно стрелять в пчел, слизняков и кого угодно. Еще, нередко можно увидеть, что Каролина тут просто разрисовывает чужие картины и портреты, таким образом просто портя их. И это как-то вообще не вяжется с тем, какой она была в мульте. Там она хоть и была привередой, но чтобы она намеренно портила чужие вещи, я такого не припомню. Видимо, это было добавлено в игру с целью какого-то юмора, хотя это не смешно, и чтобы немного разбавить унылое таскание коробок. Мультфильм был очень классным. Создатели действительно старались над проектом, и воистину сложно поверить, что они каким-то образом позволили этой игре выйти в свет.
То есть, мало того, что она не нужна была абсолютно, так они еще и наплевали на нее как только можно. Единственный плюс, который я могу отметить, это то, что тут можно практически свободно бегать по граничной территории, и тем самым, если вы уж прям сильный фанат Каролины, то сможете рассмотреть чуть ли не весь дом от начала и до конца, что лично для меня было достаточно интересно. Но единственное, что вызывает сомнения, так это то, что окрестности уж больно сильно отличаются от того, что мы видели в мульте. Из-за чего начинаешь сомневаться в каноничности данной игры. Играть в нее я, конечно, не советую, да и вряд ли у вас получится, так как она только на Wii и плойку вторую. Да, есть эмуляторы, но это такое дело. Да и к тому же, найти ее в сети реально сложно. Придется рыться на испанских трекерах. Для меня это навсегда останется большой загадкой, почему игра вышла именно такой и зачем она вообще вышла. Я понимаю, что они хотели заработать, но чего не ждали от проекта, в который они не вложили ни капли усилий. Ощущение, что она не знает, на кого она нацелена. Она вроде бы создана для очень маленьких детей, но при этом в нее ни один ребенок не сможет нормально играть. 2009 год стал для вселенной Каролины как великой победой, так и колоссальным провалом. Ведь с одной стороны, чудесный мультфильм, который, вероятно, запомнится людям до конца жизни, а с другой стороны, халатная игра, о которой никто бы не вспомнил, если бы я не порылся немного в архивах. И, вероятно, она бы так исчезла в недрах интернета. И мне кажется, что в этом и заключается суть искусства. Великие произведения становятся бессмертными, а вторичные исчезают из памяти людей чуть ли не сразу. На этом, я думаю, все. Пишите, как ваши впечатления после увиденного в этом ролике, захотелось ли вам поиграть в этот шедевр, и, конечно же, ставьте лайки, если видео понравилось. Ну а я пошел, еще увидимся.